Доброе утро, Стоп Гейм! В эфире Инфакт. Гейм-директор Doom The Dark Ages Хьюго Мартин заявил, что новый думчанский можно будет пройти без огнестрела. Такая возможность доступна благодаря более приземленному и стратегическому стилю боя, в отличие от предыдущих частей. В игре будет несколько видов инструментов для смертоубийства в ближнем бою, однако пройти игру только с ними будет чертовски сложно, по словам Мартина. Кроме того, руководитель проекта рассказал, что события The Dark Ages не закончатся на поражении героя и закрытии его в саркофаге, как известно по лору. То есть имеется в виду, что между кампанией Новый Doom и сюжетами уже вышедших игр останется простор для рассказа новых историй, мол, то, что мы уже знаем о палаче Рока, случится когда-то там потом. Следовательно, есть надежда увидеть больше игр в сеттинге темных веков, но это пока только предположение. Что более вероятно, так это появление DLC, которое вскользь упомянул тот же Хьюго Мартин. The Dark Ages обещает стать самой масштабной в истории франшизы, с огромным миром и кинематографичным сюжетом. Отправиться крошить демонов мы сможем 15 мая при наличии ПК, PlayStation 5 или Xbox Series, включая Game Pass. Близится к завершению жизненный цикл текущего поколения консолей. Ходят слухи, что, мол, новая колда может выйти уже для следующей Xbox. Однако, по словам журналиста Джеза Кордона, еще никто из разработчиков не получил прототипа будущей консоли, потому что его не существует. Новая коробка от Microsoft может оказаться совсем не той штукой, к каковой мы привыкли. По словам Кордона, этот агрегат станет подобием ПК с виндой, но заточенный под телевизоры. Возможно, у нее будет два режима — игровой и с обычным Windows интерфейсом. Иными словами, устройство можно будет использовать и как рабочий компьютер, и как консоль. Майки как бы сами намекают, что Xbox — это не только сама коробка. Все есть Xbox, гласит рекламная кампания. Это экосистема, в которую входят и консоли, и телефоны, и умные телевизоры, и VR-шлемы и так далее. И на этом фоне пророчества мистера Кордона не выглядят такими уж дикими. Выход консоли, как считает журналист, состоится в 2027 году. Создатели Close to the Sun объявили дату выхода своего следующего проекта — Steel Seed. Что это вообще такое? Это приключенческий стелс-экшен, в котором, играя за девушку Зою, мы будем выживать в подземном комплексе на пару с ручным дроном. Обширное дерево навыков позволит прокачивать героиню под свой стиль боя, однако врываться в толпы врагов у нас не получится. Устранять противников лучше аккуратно, или же вовсе их избегать. На карту поставлена судьба человечества, и только мы сможем спасти выживших после глобальной катастрофы, опустошившей Землю. Ждем игру 10 апреля на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Фанаты Diablo 4 недовольны. Вышедший сезон оказался слишком легким, так что в зарубах с нечистью толком и удовольствия получить не удается. 60-й левел выбивается слишком быстро, почти вдвое быстрее, нежели было в 6-м сезоне. В связи с этим разработчики пообещали в следующем сезоне, старт которого запланирован на 29 апреля, сложность повысить. Конкретно сообщается, что прогресс развития героя будет замедлен до 25 уровня, а легендарки начнут выпадать реже вплоть до 60-го, а вот предметы более низкого ранга станут мощнее. Новые усиленные боссы должны добавить игрокам челленджа, призывать их можно будет бесплатно. Переработка коснется и системы лута. Известно, что новой героиней серии Ведьмак станет Цирилла, следовательно, изменится и геймплей. В частности, по рассказам CD Projekt, движения ведьмачки в бою будут сильно отличаться от боевого стиля Геральта. Они будут отличаться словно камень и жидкость. Какая именно, не уточняется. Стиль Цири вдохновлен воспитанием ее в Каэр Морхене. Она двигается так, словно ее растили волки, говорит глава разработки Себастьян Колембо. Ее характер более импульсивный, чем у Геральта. Свою роль играют и меньший рост, и иное телосложение. Чтобы перехитрить противника, девушка использует ловкость и скорость взамен привычной грубой силе. Впрочем, испытать это на практике мы с вами сможем еще не скоро. The Witcher 4 все еще не имеет ни даты выхода, ни списка платформ.
Творцы из Rebellion, известные по сериям Sniper Elite и Zombie Army, поделились секретом, как избежать сокращений в эти смутные для индустрии времена. Руководитель студии Джейсон Кингсли говорит, что главное — это строгий контроль над масштабами проектов и их бюджетами. Я предпочитаю маленькие, действительно хорошие проекты. Иногда мы говорим: ребят, эта игра слишком большая. В отличие от Ubisoft, Electronic Arts, Epic Games и прочих крупных компаний, Rebellion придерживается более консервативной финансовой стратегии. То есть денег на разработку они тратят, конечно, порядочно, но аппетиты они свои знают и до астрономических чисел дело не доводят. Ну и, конечно, доля везения в этом тоже присутствует, не скрывает Кингсли. Золотые слова. Анонсирована еще одна игра, за производство которой взялись выходцы из почившей Piranha Bytes. Новообразованный коллектив Braining Games представил дебютный проект под названием Rootbound. Приключенческий экшен предлагает управлять двуногим ростком, отправившимся в путешествие ради спасения родной земли от страшной заразы. Во время странствий нам встретятся заблудшие души, различные монстры, головоломки и тайны древней цивилизации, а взаимодействие с миром будет построено по законам физики. За спиной у нашего протеже покоится разумный рюкзак, который собирает предметы и подкидывает их нам в руки, когда они нужны. Но только если рюкзак будет в настроении. Его следует оберегать во время боя. Если враг заметит, что ранец живой, он тут же направит свои атаки против него. От воздействия той самой заразы помогут свет факелов и костров. Важно будет делать остановки и разбивать лагерь для отдыха. Во время стоянок также можно будет воспользоваться собранными ресурсами для подготовки к дальнейшим испытаниям. Rootbound запланирована на 2026, и выйдет она только в Steam, без русского языка. Ice Peak Lodge выкатила новый ворох подробностей, касающихся игрового процесса в Pathologic 3. Так стало известно, что новая игра не является выживачом в привычном понимании. Выживание бакалавра Данковского будет работать на двух уровнях: борьба с самим собой и своим психическим состоянием, и борьба за выживание города. Мы будем руководить штабом наподобие того, что правящие семьи создавали для борьбы с эпидемией в Pathologic 2. Если герой провалит борьбу за психическую стабильность или борьбу с чумой, или же его действия приведут к мятежу горожан, Данковский погибнет. В третьей части мы должны будем следить за показателем рассудка персонажа и постоянно балансировать между манией и апатией. Разработчиками упоминалась механика путешествия во времени. Для таких прыжков придется собирать ресурс амальгаму. Делать это необходимо, чтобы менять уже известные события и отодвигать час гибели города. Авторы считают третий мор идеальной точкой входа в серию. Бакалавр наиболее близок к среднестатистическому игроку. Он рационалист и новичок в городе, который мало знаком с местными уставами, что позволит нам легче ассоциировать себя с героем. Более подробно с новой информацией можете ознакомиться в материале по ссылке. Pathologic 3 должна выйти в релиз когда-то в этом году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. А у меня на сегодня все. Больше новостей, а также статей и роликов от наших авторов вы найдете на сайте stopgame.ru. Приятного аппетита и хорошего дня!